Если все это виртуальная реальность, тогда и тот, кто считает, и то, что считает, не из мира материи. И идея о том, что мозг порождает сознание, просто ошибка. А значит, ты, как сознание, не умираешь. И более того, ты здесь не случайно. У тебя есть цель. Возможно, ты думаешь, что все началось в тот момент, когда ты родился. Твое имя, твои родители, твой голос. Но есть один вопрос, который меняет все. А если это не твоя первая жизнь? Во всем мире десятки тысяч зафиксированных случаев, когда дети помнят то, что не могли знать. И тысячи лет древние культуры утверждали: душа вечна, а тело временно. Сегодня ты увидишь 3 доказательства, которые наука не смогла списать на случайность. Начнем с самого невероятного. Случаи, в которых маленькие дети описывали события и людей из жизни, которую они никогда не могли прожить. Случай номер 1. Джеймс Лейнингер, США. С 2 лет говорил о крушении самолета. Знал имя корабля, тип истребителя, имя своего друга из прошлого. Позже все подтвердилось. Такой пилот реально существовал и погиб именно так. Семья не была религиозна и не интересовалась эзотерикой. Случай номер 2. Шанта Деви, Индия. С 4 лет утверждала, что была женщиной, умершей при родах. Назвала имя мужа, место жительства и даже распознала свою прошлую семью. Все подтвердилось. Имя, адрес, детали, вплоть до особенностей тела мужа. Эти случаи изучались не журналистами, а учеными. Ян Стивенсон, Университет Вирджинии, задокументировал более 2500 подобных историй. Он проверял, не могли ли дети узнать это из разговоров или медиа. В большинстве случаев не могли. Вопрос: если это не воспоминания, то что? Сегодня многие говорят: реинкарнация – это дело веры. Но память больше, чем мозг. И опыт души можно наблюдать не только в легендах, но и здесь, в лабораториях, кабинетах гипнотерапевтов и перед камерами ученых. Мозг запоминает, но память не в нем. Она всплывает оттуда, где нет ни электричества, ни формул. И когда ты слушаешь ребенка, говорящего не своим голосом, ты понимаешь, речь идет не о теории, а о возвращении. В Университете Вирджинии доктор Джим Такер продолжил дело Яна Стивенсона, о котором мы говорили ранее. Но он пошел дальше. Стал систематизировать только те случаи, где дети называли проверяемые факты. Возраст детей от 2 до 6 лет. Они вспоминали города, семьи, обстоятельства смерти. И все это можно было перепроверить. Одна из девочек описала деревню, в которой никогда не бывала, но знала, где стоят дома. Другой мальчик рассказал о пожаре, в котором погиб. И через год семья нашла газетную вырезку, точно совпадающую с его рассказом. Ни телевизора, ни доступа к интернету, дети были слишком малы. И это не только западный феномен. Одна из самых неожиданных историй произошла с известной российской певицей Максим. Несколько лет назад она попала в кому. Врачи говорили: шансов нет, тело не реагирует, мозг не фиксирует. Но она вышла, очнулась и рассказала то, что перевернуло представление даже у скептиков. Она говорила, что летала над телом, видела врачей, слышала их разговоры. Но самое странное, она побывала в других жизнях. Не во снах, а именно в других ролях. Девочкой в монастыре, солдатом, бродячим ученым. Она не искала сенсаций и не была эзотериком, но то, как она рассказывала, не было похоже на выдумку. Детали, образы, чувства – все говорила. Она вспоминала, а не придумывала. Позже она призналась. После этого случая полностью изменила отношение к жизни, к смыслу, к себе. Словно вернулась из-за граней с памятью о чем-то, что обычно уходит в тень. Материалист объяснит: совпадение,
ложная память, влияние взрослых. Но когда ты видишь десятки таких случаев, когда детали настолько точны, что их невозможно угадать, ты начинаешь сомневаться. Уже не в реинкарнации, а в собственных границах восприятия. Но особенно интересна другая область – регрессивный гипноз. Это не мистическая сессия с маятником, а научно оформленная практика, в которой человеку предлагают вспомнить, что было до рождения. Доктор Майкл Ньютон, психолог и скептик по образованию, пришел к этому случайно. Он работал с болью и страхами и вдруг обнаружил, что некоторые пациенты в состоянии транса описывают не просто детство, а странные, логичные воспоминания из другого времени. И из жизни, которая, как казалось, им не принадлежит. Сначала он думал – фантазии. Но когда начали совпадать имена, архитектура, язык, он понял – тут что-то большее. В своих книгах «Путешествие души» и «Предназначение души» он описал типовой путь сознания между жизнями. Место, где душа делает обзор пройденного, выбирает новое воплощение и даже обсуждает это с другими. Звучит как вымысел? Но вот что странно. У сотен человек, живущих в разных странах, разных культурах и незнакомых друг с другом, описание этого переходного мира практически одинаковое. Белый свет, состояние покоя, осознание себя вне тела, встречи с наставниками и ощущение, будто ты вспоминаешь что-то очень старое, но родное. Как если бы ты был дома. Что еще удивительнее, это описание совпадает с тем, что говорят пережившие клиническую смерть. Профессор Брюс Грейсон, один из пионеров исследования околосмертных переживаний, собрал множество свидетельств, в которых повторяются одни и те же фазы. Выход из тела, наблюдение за происходящим, вспышка воспоминаний, свет, чувство безусловной любви и выбор – остаться или вернуться. Важно не то, верим ли мы в свет в конце тоннеля, а то, что этот феномен наблюдается вне зависимости от религии, возраста и культуры. Будь ты японец, европеец или племенной шаман, образы схожи. И это говорит нам о том, что переживание имеет общую структуру, не привязанную к культурной программе. Ученые, работающие с транс-состояниями, говорят, мозг может быть приемником, но не источником сознания. Как телевизор показывает канал, но не хранит передачу внутри себя. Если мозг – антенна, то, возможно, смерть – это не выключение, а переключение на другой сигнал. И то, что мы называем реинкарнацией, это просто смена устройства, к которому подключается волна. Сложно? Конечно. Потому что мы привыкли мерить реальность тем, что можно потрогать. Но квантовая физика уже давно показала. Наблюдение создает событие, частица и волна одно и то же. А время нелинейно. В этой картине неудивительно, что сознание может перепрыгивать между состояниями, как свет, между интерференцией и фокусом. Поэтому возникает вопрос: если дети помнят прошлое, взрослые вспоминают под гипнозом, а умирающие переживают не конец, а переход, то, возможно, мы слишком зациклены на теле и слишком забыли, кем были до текущей роли. И вот перед нами 3 уровня. Дети, которые помнят, взрослые, которые вспоминают, и те, кто умирал, но вернулся с памятью о чем-то большем, чем одна жизнь. Ни одно из этих доказательств наука не опровергла. Она просто не знает, что с этим делать. И, возможно, потому что эти ответы нельзя найти только снаружи. Их можно только вспомнить изнутри. Когда мы оглядываемся назад, нас встречает удивительное согласие культур, которые никогда не были знакомы друг с другом. Они по-разному называли душу и устройство миров, но картина повторяется. Жизнь — лишь один кадр длинного метафильма сознания. В Египте это не называли реинкарнацией так, как делаем мы сегодня. Но сама душа там была многослойной.
Ка – жизненная сила, Ба – подвижная сущность, способная покидать тело, и Ах – преображенный аспект, который возникает после прохождения судилища. Взвешивание сердца у Осириса – это не финальный приговор, а настройка чистоты. Сердце должно быть легче пера Маат, то есть свободнее от искажений. Египетские мистерии Осириса, умирание и возрождение божества, объясняли не одноразовую смерть, а принцип циклов, в которых исчезновение – форма продолжения. Душа возвращается к свету, чтобы затем снова спуститься в формы, пока не научится удерживать легкость сердца. Греки шли дальше и говорили об этом прямо. У орфиков и пифагорейцев – метемпсихоз. Переселение душ как закон обучения. Пифагор запрещал ученикам есть бобы не из суеверия, а как знак. Ты – не только тело и вкусы его. Тренируйся помнить себя вне привычек. У Платона в Федоне и Миноне звучит ключ. Познание – это анамнезис, вспоминание того, что душа уже знает. Это очень точная формула для нашего времени. Иногда «вдруг понял» означает «вспомнил из глубины». А в мифе об Эре Платон описывает момент между жизнями, где души, увидев картины возможных судеб, выбирают следующую. Там нет страшной руки судьбы, которая бросает тебя в хаос. Там ответственность выбора и последующее забытье, чтобы выбор стал настоящей практикой. Если считать это мифом, он удивительно функционален. Он объясняет, почему мы входим в обстоятельства, которые не заслужили, и почему свобода не в отрицании условий, а в том, кем мы становимся внутри них. В Индии картина наиболее развернута. В Упанишадах звучит связка Атмана и Брахмана. Индивидуальное «я» — искра единого сознания, которое принимает формы, чтобы узнать себя. Санскритское «пунарджанма» — повторное рождение, не наказание и не бег по кругу, а педагогика реальности. Бхагавад-гита говорит об этом просто. Так же, как человек меняет изношенные одежды, душа оставляет старое тело и облекается в новое. Но здесь важен второй закон – карма, не как моральная бухгалтерия, а как причинность сознания. То, что мы закрепляем в себе мыслью, словом и действием, становится нашими будущими возможностями и ограничениями. В этой логике вся жизнь – практика внутренней настройки. Очищая мотивы, мы меняем не только последствия, но и сценарии будущих встреч. Буддизм переворачивает фокус. Есть череда рождений, но поворот в распознавании самой конструкции «я», которая удерживает нас в круге сансары. Тибетская традиция называет переход бардо промежуточным состоянием сознания между смертью и новым рождением. Бардо Тхёдл, известная как «Тибетская книга мертвых», это не сборник легенд, а практическая инструкция для распознавания света сознания в момент распада привычной формы. Описание видений барда – это язык символов для внутренней ориентации. Как только ты узнаешь источник света, не пугаешься форм. Отсюда и институт Тулку, сознательно перерождающихся наставников. С точки зрения западной науки это спорно, но сама идея смещает акцент. Самая важная способность – помнить себя в переходах. На языке нашего канала – удерживать осознавание там, где все зовет тебя в сон. Эти линии можно было бы отвергнуть как красивые истории, если бы они не повторялись так стабильно в столь разных цивилизациях. В Кабале это называется гильгуль – круговорот душ. У кельтов звучат мотивы перевоплощения героев. У древних персов – идея многократных испытаний души огнем выбора. Мы видим не одинаковые догматы, а согласованный принцип. Сознание больше одной биографии, и развитие происходит не наложением знаний, а преобразованием качества внимания и намерения. Везде, где традиция была живой, существовали практики памяти.
Египтяне оттачивали речь сердца, чтобы оно стало легким. Греки практиковали нравственную диету и созерцание. Индийцы – джапу и бдительность к мотивам. Буддисты – сатипатхану – наблюдение тела, чувств, мыслей. Если вынуть из них культурную оболочку, остается одно упражнение – учиться различать, что во мне временно, а что узнает временное. Почему для нас это важно сейчас? Потому что современная культура внушает обратное. Ты – история случайных событий и химии мозга. Но когда человек впервые переживает чистое сознание, без рассказа о себе, он ощущает ту самую легкость сердца, о которой писали жрецы и мастера. И тогда объяснение реинкарнации перестает быть спором о фактах и становится практической гипотезой. Если я – не только роли и биография, как мне жить так, чтобы следующая форма стала шире, чем предыдущая? На языке Платона выбрать не славный образ, а мудрый. На языке Гиты действовать не цепляясь. На языке Тибета узнавать свет даже среди форм страха. Мы не утверждаем, что древние доказали науке множественность жизней. Они оставили карту внимания, на которой повторение рождений не мистический аттракцион, а инструмент обучения. И чем точнее ты обращаешь внимание на причину и следствие внутри себя, тем яснее видишь, как судьба складывается из микродвижений твоего выбора. Один пациент Майкла Ньютона сказал под трансом: «Мы не рождались, чтобы что-то доказать. Мы пришли вспомнить, как это – быть собой, без маски». И это становится ключом к следующей части. Потому что мы не просто хотим знать, было ли у нас прошлое. Мы хотим почувствовать, есть ли в нас что-то, что не исчезает. В следующей части мы не будем искать доказательства. Мы создадим пространство. Простую, но точную практику. Она поможет тебе выйти за пределы своего имени и услышать голос того, кто наблюдает все эти роли из глубины. Может быть, ты узнаешь в этом голосе самого себя, настоящего, того, кто не рождался и не исчезает. Ты попробуешь технику, которая мягко выводит внимание за рамки текущей роли, туда, где память не зависит от мозга. Мы можем спорить, сравнивать источники, приводить примеры, но есть одно, чего не может сделать даже самая точная наука – вспомнить про себя. Если все это правда, если ты действительно жил раньше, то где эта память? Почему ты не помнишь? Но задай другой вопрос. Кто тот, кто задает вопрос? Откуда в тебе эта тоска почему-то, чего ты не проживал? Почему, когда ты смотришь на звезды, на старые руины, на незнакомые лица, в тебе вспыхивает что-то родное? Может быть, ты не забыл. Может быть, ты просто смотришь изнутри роли и поэтому не видишь, кто сидит в зале. Сейчас мы сделаем простую практику. Только ты и внимание. Сядь удобно. Неважно как. Просто перестань делать. Позволь себе ничего не менять. Просто дыши. И послушай. Ты не имя. Ты не история. Ты не даже память. Ты то, что смотрит. Не глазами, а изнутри. Закрой глаза. И на мгновение забудь, сколько тебе лет. Забудь, кто ты по паспорту, по биографии, по мнению других. Представь, что ты – просто присутствие. Не форма и не голос, а свет, который освещает форму и голос. Ты не должен ничего вспоминать, но ты можешь чувствовать. Если тебе вдруг станет спокойно, глубоко, ясно, не ищи причин. Это не техника. Это ты вспомнил себя до имени.
Иногда это занимает годы, иногда секунду. Но как только ты соприкасаешься с этим, все меняется. Потому что ты больше не веришь, что ты в этой жизни впервые. Ты начинаешь видеть. Роли меняются, сценарии меняются, но зритель один. Ты. И вот тогда начинается самое интересное. Потому что ты больше не ищешь доказательств. Ты живешь так, будто каждое твое движение отпечатывается в будущем. Потому что, возможно, именно ты будешь смотреть на себя из следующей роли.